Народ, всем привет! Вижу, уже несколько человек появилось. Смотрите. В общем, это второй стрим, который еженедельно я провожу. Так скажем, на данный момент без тематически. Просто общаемся, отвечаем на вопросы. Ну и такое, чтобы поддержать активность на канале, поддержать какое-то общение. Вот. И в этих стримах вы можете получать более оперативные ответы на свои вопросы, нежели, допустим, писать в комментариях. Хотя тоже один из вариантов, вот сегодня пришел мне в голову, зачитаю несколько комментариев из канала, которые оставляют под видео, и тоже как бы на них отвечу. Вот. Так, доброго времени суток. Прошу совет. Кто-то слышал про, если бы канал был то это увеличит ее плотность. Что скажете? Сразу начнем с вопросов, да? Ну, смотрите, по поводу того, что ПВА увеличит ее плотность. Плотность бахтермы, ну, я не знаю насчет самой бахтермы, а вот кожу, допустим, чтобы сделать плотнее, есть кожу вообще варят, пропитывают, допустим, водой и сушат. Она тогда становится такая, как картон, допустим, но теряет свою эластичность, то есть она может трескаться. Что касается обработки ПВА, ну, здесь такой метод, ну, я не знаю, какой в нем смысл, потому что ПВА это он будет создавать и пленку. Ну, в общем, здесь нужно понимать, для каких целей вообще вы обрабатываете так кожу. То есть, если вам ну, не важна там, допустим, изнанка, если вы будете чем-то заклеивать, делать какой-то подклад или как-то эту кожу в дальнейшем куда-то наклеивать, вот, то можете пропитать чем угодно. То есть вода, клей ПВА, там, клей КМЦ, они все сделают ее более плотнее после высыхания. Вот, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, еще сразу, пока народ подключается, скажу, что вот эти обучалки, которые запланировал и которые сейчас набираем группы по теме там съемки изделий, по теме продажи изделий. В общем, в эту пятницу планируется выход, ну, планируется как бы стрим. Группу я уже набрал, но один человек по техническим моментам, он как бы не сможет участвовать, поэтому до пятницы еще есть возможность вот одному человеку попасть на этот стрим, где я буду рассказывать, в принципе, о площадках, на которых продаю, основных площадках, принципы работы с этими площадками, там, получение оплаты из-за границы, вопросы отправок, пересылок, вот эти все моменты, в общем, все моменты с продажами я буду рассказывать на этом стриме. Так, еще вопрос по лекалам вашим. Можно не машинкой пользоваться, а ручным методом? Ну, как бы все выкройки, которые я делаю, они делаются, в принципе, для ручного шитья. То есть машинки у меня нету. И все изделия, которые там себе рисую, делаю с них выкройки, на них выкройки делаю, они все создаются для ручного шитья. Можно, в принципе, шить машинкой, но все ради того, чтобы шить руками, работать с ручным инструментом. В этом как бы фишка. Машинкой есть смысл работать, допустим, если изделия, они какие-то более большие, такие, не знаю, там, дорожные сумки, допустим, или когда на сумку нужно ремень этот прошить или на рюкзак прошить лямки, там, конечно, ну, мне кажется, более целесообразно использовать машинный шов, потому что это быстро и, ну, может не так критично, допустим, по качеству повлияет, вот, нежели, допустим, шить руками. Потому что шить руками это очень долго.
Так, давайте сразу, наверное, включу этих пару комментариев, которые... Сейчас, секундочку. Вот, смотрите, первый комментарий, ну, как бы не первый, а это тут последний, который был оставлен на канале по поводу нанесения средств для... По поводу нанесения средств. Вот их последовательность, я так понял, интересует именно в общих как бы чертах. И что здесь указано? Воски, токанолы, краски и так далее. Смотрите. Просто вот набор средств, которые здесь указаны, это, ну, по сути, средства для разных задач. И вот если, к примеру, взять краски, то краски какие? Мы красками можем окрашивать, допустим, кожу, можем окрашивать торцы у кожи, можем окрашивать изнанку. Воском обычно обрабатывают или же лицевую поверхность кожи полируют, или же еще приспособились, обрабатывают там торцы, финишируют. Токанол тоже он или для торцов, или для изнанки обычно используют. То есть по каждому средству, почему как бы нету, может, нету таких видео, в которых рассказывается именно сама последовательность, потому что каждое средство, оно при разных задачах может, ну, как бы использоваться по-разному, и последовательность тоже может меняться, к примеру. Ну, если берем, допустим, краски и берем чистую растишку, не без, ну, без окрашивания, так скажем, красок, вот, то изначально что нужно? Есть средства, которые, к примеру, они очищают кожу. Вот, и так, давайте. То есть есть средства, которые очищают кожу. Мы их первыми как бы используем, допустим, протираем кожу, убираем какие-то там загрязнения и подготавливаем кожу для нанесения той же краски, к примеру. Вот. Далее мы кожу окрашиваем. Окрашиваем, краски тоже есть там проникающие, есть покрывные. Если краска проникающая, то тоже в зависимости от производителя красок, от инструкций для нанесения, мы можем краску после этого еще полировать, допустим, тканью. Да, ну, вот, нужно после нанесения в некоторых красках такое делать. Или же после краски мы можем наносить сразу же апритуру, чтобы закрыть вот этот слой с краской и уже как бы добавить изделию финальное как бы покрытие. Потом мы можем, допустим, после краски полировать воском. В зависимости от того, как, ну, от наших предпочтений, от изделия, от того, как бы, что нам нравится. Мы можем сразу нанести воск. Мы можем, к примеру, нанести апритуру и после апритуры полировать еще изделие воском. Есть полировочные воски специальные. И поэтому технологий очень много, и каждый мастер, он как бы для себя выбирает, что наносить, когда наносить. Главное понимать, для чего, ну, для чего, допустим, апритуры, для чего краски. Мы должны понимать, что, к примеру, если мы нанесли на кожу апритуру, и она уже создала вот эту пленочку на изделии, ну, как бы глянцевую, там, любую, то есть она уже закрывает нам кожу, это как бы финишное покрытие, то после этого красить изделие, ну, как бы смысла нету по технологии, это будет неправильно. То есть и окрашивание будет не очень, и там и апритура это потом слезет. Может даже и окраситься изделие, но при этом все как бы повредится, как-то будет пятнами. И, то есть это вот делать нельзя. То же самое, допустим, закрываем мы воском поверхность, полируем, да, и потом наносить краску тоже, оно как бы даст какой-то своеобразный эффект, и не факт, что это все окрасится, и все очень такое относительно. Так оно, допустим, он используется для полировки, заглаживания там бахтармы, обработки торцов. То же самое, есть цветные эти токанолы, есть наносят, допустим, полируют токанол, потом
полируют еще воском сверху. Есть те, кто окрашивают сначала торец, потом сверху наносят такану и полируют, и его используют как финиш, или потом еще воском. Очень много технологий. Поэтому вот такие вопросы, как бы, что, зачем, как, здесь нету какой-то конкретной схемы объяснить. Да? Лучше сказать так, что, к примеру, первое наносятся краски, далее мы можем наносить апритуру, далее можем полировать воском. Или же мы можем нанести краски и сверху полировать воском без, допустим, использования апритуры. То же самое, к примеру, бахтарма. Мы можем ее окрашивать, сначала нанести краску, потом полировать таканолы или там клеем КМЦ или чем угодно. И, допустим, потом еще сможем нанести какую-то апритуру, чтобы закрыть эту изнанку, тоже создать какую-то такую защитную такую пленку. Вот. То есть здесь нужно конкретный вопрос. Допустим, у вас есть краска, вот такая вот апритура и вот такое вот изделие, и в какой последовательности лучше наносить те или иные средства. Вот это будет более такой правильный и более направленный такой вопрос. Так. Дальше по вопросам с чата. Чем или как восстановить тонкую кожу? Давайте сначала поймем, что такое восстановить кожу, что с ней произошло. То есть кожа, которая потерлась, и ее можно просто окрасить. Есть кожа, которая высохла и уже по ней пошли трещины, то там, конечно, ну, я так понимаю, ее как-то надо или вырезать и делать какие-то вставки. То есть здесь, ну как именно восстановить, здесь нужно тоже больше конкретики. Так, добрый вечер, друзья. Вот прямо сейчас столкнулся с проблемой. В компасе сделал чертеж изделия, вывожу на печать размер вертикальный на 2,5 мм. Уплывает от размера в компасе. То, что сталкивался. Да, в принципе, ну, при самой печати в настройках принтера нужно поставить 100% без различных там отступы еще есть растянуть по листу настройки, вот именно в самых настройках печати принтера, там есть поставить 100% печать и должно как бы все работать нормально. По вертикали только размер уплывает, по горизонтали все четко. Может по вертикали, допустим, ну не знаю, значит там есть просто еще в принтере настройки горизонтально, вертикально, там какие-то отступы, в общем, настраиваются. Это, я думаю, вся проблема именно в принтере. Так что посмотрите, что у вас с настройками, и я думаю, ну, с этим можно разобраться. Так, стерлась от старости куртка. Ну, если от старости, что? То, что, ну, я как бы не специалист в реставрации изделий, но то, что помню делал, это отдавали знакомые курточку на окрашивание. Есть мастерские, которые повторно, допустим, наносят курточку, пропитывают ее, не знаю, там, вазелином, допустим, чтобы она стала мягче. Вот, и обновить цвет от краской. Это такое самое примитивное, что можно сделать. Так, добрый вечер. Давайте еще один комментарий с сайта откроем. Как выбрать диаметр инструмента? Значит, вопрос по хольнитенам. Как выбрать диаметр инструмента и какой диаметр отверстия под хольнитены? Смотрите, по хольнитенам, ну, что-то часто вопросы именно по хольнитенам, какой там диаметр, какая высота же шляпки должна быть, сколько хольнитен должен выглядывать из, ну, из слоев кожи, да, вот,
какую ножку подбирать. Смотрите, по хольнитенам скажу. Хольнитен заклепка, да, ее можно установить как на тонкую кожу, допустим, так и на толстую. Чаще всего мы выбираем хольнитены, исходя из размеров шляпки. Вот. То есть, если, допустим, у вас изделие, ну, очень тонкая кожа, допустим, там миллиметр полтора, и есть хольнитены, к примеру, 3 миллиметра шляпка у них, очень тонкая, да, и ножка у них тоже где-то около 3 миллиметров там получается по высоте. То есть вот этот хольнитен нам как раз по размерам он подходит для установки на тонкую кожу. Но из-за того, что шляпка очень маленькая, по дизайну такой хольнитен, он будет, ну, не будет вписываться в наше изделие. Поэтому мы, допустим, на такую же вот тонкую кожу мы можем, к примеру, сделать подложку, еще там кусочек кожи под хольнитен, да, и поставить, к примеру, хольнитен размером там, 7 миллиметров шляпка, чтобы было 9 миллиметров. Некоторые ставятся, в принципе, даже без разных подложек, то есть если хорошо продавить прессом, то без разных подложек можно поставить примерно на тонкую кожу хольнитен со шляпкой 7-8 миллиметров. Вот. Сколько это ответ на тот вопрос, вот сколько должна выглядывать ножка, допустим, с толщины там, кожи, когда мы ставим хольнитен. Бывают случаи, когда очень, к примеру, толстый получается слой кожи, складываем, допустим, 2 ременных, и у нас толщина выходит где-то 8, толщина где-то 8 миллиметров кожи, да? Вот. В идеале поставить здесь где-то хольнитен со шляпкой диаметром 9 или 10 миллиметров. В идеале, конечно, 10. У него чуть выше ножка будет. Но по дизайну этот хольнитен, он не очень как бы подходит. И хотелось бы шляпку, чтобы была 9 миллиметров. Но в таком случае сама ножка, она может практически не выступать из слоев кожи. Вот. Здесь какой вариант? Или же в месте установки мы немножко как бы брусуем кожу и делаем толщину склейки наших двух слоев, к примеру, там 6 миллиметров. Вот. Немножко там сняли с одной полосы кожи, с другой полосы. И вот так устанавливаем. Или же можно, в принципе, если, ну вот у меня прессом получается, то есть я просто продавливаю, и за счет того, что кожа, она относительно мягкая, эластичная, да, она еще немножко продавливается под давлением. И таким образом получается шляпка, она как бы садится глубже и нормально фиксируется вот на ножке хольнитена. То есть можно устанавливать, в принципе, даже если у нас ножка хольнитена, она почти вот, ну, не выглядывает. Даже в этом случае можно, в принципе, установить заклепку. И здесь, наверное, будет уже зависеть от качества заклепки. То есть, если заклепка из более твердых металлов, то она хорошо там расплющится, как бы эта ножка, да, зафиксируются эти усики, будут держаться за шляпку и, ну, как бы нормально. Если заклепки более мягкие, то под, ну, как бы эти слои кожи, они могут пытаться как бы вернуть свою изначальную форму, да, разжимать будут пытаться и могут, ну, как бы расшатать эту заклепку. Вот. Теперь по поводу выбора размера инструмента. Ну, смотрите, под хольнитены в зависимости от диаметра шляпки есть и диаметр этих насадок. 9 мм хольнитен, есть установщики для односторонних и двухсторонних, допустим, заклепок там, с диаметром шляпки 9 мм. И так, в принципе, к каждому хольнитену, к каждому размеру есть свой отдельный установщик. Вот. Теперь диаметр, допустим, отверстия под ножку хольнитена. Здесь тоже, смотря какой хольнитен вы используете. Чем, допустим, больше хольнитен, больше диаметр шляпки, тем больше диаметр самой ножки хольнитена. И здесь мы уже отталкиваемся от чего? Мы берем хольнитен, допустим, замеряем
диаметр ножки, к примеру, он у нас там 2 или 2,5 миллиметра диаметр. Мы берем пробойник, высечку круглую, да, берем высечку диаметром тех же, к примеру, 2 миллиметра. И ножка будет входить очень, ну, как бы, очень туго будет заходить в это отверстие. И так, чтобы нам, получается, продеть этот хольнитен, придется, во-первых, приложить определенное усилие, а во-вторых, нужно, чтобы отверстия, к примеру, во всех деталях, если мы собираем несколько, да, чтобы они четко совпали все, чтобы у них соосность совпала, и тогда мы сможем использовать этот хольнитен. Я вообще делаю немножко по-другому. Я, к примеру, беру где-то на миллиметр, наверное, больше диаметра самой просечки. Тогда получается небольшая такая степень свободы у ножки хольнитена. Она как бы болтается в этом отверстии, но при этом мы можем немножко дать какую-то погрешность при составлении этих деталей, и все равно как бы нормально хольнитен установится, станет как бы на свое место. Вот. Так, теперь вернемся к вопросам в чате. Так, вопрос, как часто железную линейку меняете? Нет ли проблем с задирами? Я просто перешел на толстую пластиковую с железным краем на 5 миллиметров. Значит, смотрите, по поводу линейки. Раньше использовал алюминиевую линейку. И вот когда-то резал как бы кожу под линейку, да, и постоянно снимал кусочек линейки ножом, потому что нож тверже, и потом линейка она стала такая, ну, бугристая, естественно, уже она непригодна к работе. Сейчас я делаю по-другому. Я под линейку размечаю, но это чаще всего, как я делаю. Или под какое-то лекало делаю разметку от линии, или же под линейку делаю, к примеру, линию, разметку на коже, а далее вырезаю таким вот ножом без использования линейки. То есть он у меня просто идет вот так вот, я уже привык, и он у меня идет по линии разметки. Бывает под линейку я еще режу, ну, к примеру, каким-то вот таким вот ножом, вот, под линейку. Но сейчас, не знаю, вот взял такую себе линеечку, у нее просто толщина где-то миллиметр, и нож уже, ну, не так заскакивает. То есть он упирается в эту плоскость, ну и проходит, как ему нужно. То есть для работы вообще в идеале, чтобы линейка, она была потолще. Желательно там, ну, от миллиметра, миллиметр-два толщиной. Тогда нож упирается в плоскость, и он не наскакивает на саму линейку, не повреждает ее. Тут сумку делал из дерева и кожи, так и не закончил. Ну, можно закончить, найти время, и там, в принципе, не так много работы, если делать эти деревянные вставки в сумку. Из мебельной кожи какие изделия посоветуете? Из мебельной кожи? Ну, из мебельной кожи, наверное, мебель нужно изготавливать. Может, кресла, диваны, стулья какие-то обтягивать. Не знаю, я так понимаю, ну, у меня мебельной кожи не было, но я так понимаю, она просто мягкая, эластичная. Вот. Устойчива к износу, каким-то повреждениям, по идее, должна быть. Не знаю. В принципе, да, любое изделие можно с ней изготовить, наверное, если, допустим, подогнать под нужную толщину, использовать какие-то вставки, допустим, тот же кожкартон, сделать плотнее стенки, то есть можно и портфель сшить, мне так кажется. То есть я не пробовал, но в принципе все возможно. Я не думаю, что если использовать только там, автомобильная или мебельная кожа, то с них можно делать только салоны для автомобилей и обтягивать мебель. С такой кожи можно сделать любое изделие, просто нужны дополнительные разные материалы. Так.
Ага, вот отлично. Отлично, что вы читаете комментарии и даете более компетентные ответы. То есть помогаете друг другу. Вот по поводу курточки. Это соседний по красной. Вот, так что тоже общайтесь. В принципе, этот чат, ну, как бы такие эфиры, это вот именно созданы для общения. Отвечаем на вопросы, получаем какую-то полезную информацию. Есть идея у меня сделать отдельный эфир, обзоры, к примеру, на магазины, где закупаю материалы, инструменты, к примеру, выбрать там несколько магазинов в Инстаграме или сайты, подкрывать, посмотреть. Тоже, если нравится идея, можете там плюсики поставить. И мы, может, даже следующий эфир сделаем какой-то подобный. Да, ну, по поводу стрим позже посмотрите. Решил все-таки стримы оставлять на канале. Люди, подписчики их смотрят, поэтому есть, не будет, а есть уже отдельный плейлист, где собирают видео с прямых эфиров. И вы там их все можете пересмотреть, почитать. Также сохраняются чаты, комментарии. Так что можно почитать, посмотреть ответы. Ну и в принципе, если есть время, и можете какую-то для себя информацию почерпнуть. Так. Какие тут еще есть вопросы? Ну вот вопрос, допустим, каким клеем вы работаете с этим ремнем. По поводу клеев. Есть изделия, допустим, ну чаще всего я на данный момент использовал вот этот текс. Вот. Он очень похож на Экосар. И я вот недавно нашел, как это была акция в магазине, что они продавали, сейчас покажу, такие вот баночки с разными клеями. Здесь резиновый клей, там десмокол, наирит, в общем, 6 разных подвидов этих клеев было. Я просто взял себе, так как у меня ну, объемы на самом деле изделий, которые вот нужно там склеивать, у меня очень маленькие, я мало клею. Вот. И я взял себе вот набор там с 6 или 5 этих бутылочек. То есть сейчас использую Экосар в своей работе. Закончится эта баночка, переключусь еще на какой-то, допустим, на текст. Они очень похожи в своей работе. Где нужно прям максимально хорошо склеить, там использую SAR 30E, по-моему, от Кенда Фарбен. Мне нравится, ну, как бы его сцепка, и он такой прям более надежный. Запах у него, конечно, сильный, но при этом он, на мой взгляд, лучше всего клеит. Поэтому, допустим, если склеиваю ремни, то могу использовать или же этот SAR 30E, или EcoSAR, или TEX. Это даже больше, наверное, от настроения зависит. Так, посоветуйте клей для склеивания кожи и ткани молнии. Знаете, вообще по поводу склеивания молнии, допустим, с кожей. Я раньше клеил SAR 30E. Вот, он тоже как бы наносится, более густой, остается, в принципе, слой на коже, потому что вот эти на водной основе клея, они пропитывают ткань, впитываются и ну, не так хорошо, не так хорошо цепляются, допустим, к коже после того, как впитались уже в молнию. Вот. Поэтому использовал SAR 30E, это наирит, если не ошибаюсь. И он как бы ну, лучше после высыхания, там лучше приклеивает эту молнию к коже. Сейчас немножко по-другому делаю.
уже в одних видео там показывал. Есть вот такой двухсторонний скотч, очень тонкий. Я его вырезаю такие тоненькие полосочки. Могу наклеивать по всей, допустим, длине той же молнии. И просто сажу молнию на двухсторонний скотч. Это намного удобнее, то есть не нужно ждать высыхания клея, не нужно заморачиваться с его нанесением. Все получается аккуратненько. При том, что нам по сути, саму молнию в некоторых случаях даже ее, фиксировать на клей не нужно. Вот. Лучше, на мой взгляд, просто с обратной стороны потом еще подклеить молнию какой-то полосой более тонкой кожи и прошить насквозь. Вот это, будет лучше. А просто садить на клей на молнию, просто для фиксации, тогда лучше использовать двухсторонний скотч. И видел, что продаются более такие специальные скотчи, которые уже изначально узкой полосочкой, по-моему, идут где-то 5 или 6 миллиметров шириной. Раз там наклеил полосу, снял и приклеиваем, что нам нужно, там, или деталь изделия, или молнию. Вот. Какие каналы на ютубе про кожу смотришь? Сейчас смотрю все. Смотрю все, потому что пытаюсь немножко развить разные направления смотреть, так скажем. Поэтому конкретно смотрю по запросу, ищу, допустим, интересует меня какое-то изделие, я ввожу запрос, и там неважно, какой-то раскрученный канал, не раскрученный, много информации, в принципе, нахожу на таких маленьких каналах, где или они только начинают, или, к примеру, начали, потом забросили, но действительно есть хорошая, качественная подача материала и есть полезные фишки, которые черпаю. На данный момент пытаюсь некоторые штучки такие разные изучить, разные другие изделия, не одни там кошельки, к примеру, шить, а какие-то соединения там для сумок. Вот то, что самое такое недавнее смотрел, это мне нравится плетение на гайке смотрел. Вот, там разные плетения. Мне эта тема сейчас зашла, интересно, какую кожу использовать, там, как ее подготовить, как плести, потому что раньше еще когда я был маленький, в самом детстве, да, вот меня дед научил плести. Я даже не знаю. В общем, я не знаю, как это плетение называется, но сейчас увидел, что на ютубе показывают это же плетение, только, по-моему, как-то для ножей там всякие штучки эти шьют. Изготавливают и тут. И сейчас мне немножко проще в плане изучения этого плетения, потому что уже какие-то там с детства азы, там понимания уже есть. Вот. Так что все каналы смотрю, конкретных таких, чтобы чисто вот один канал или там несколько, на которых бы я залипал, нету. Те, что, допустим, я смотрел, есть более такие раскрученные, но они там чисто шьют, без определенных объяснений, то, чего бы мне тоже хотелось для изучения. И шьют они уже в более понятной технологии, то есть это чисто уже видео, допустим, лично для меня, они получаются такие: сесть, посмотреть, когда нечего, допустим, делать, сесть, посмотреть, как работает мастер над изделием, вот и все. А вот если что-то такое почерпнуть и новое, то в идеале, конечно, искать какие-то новые ресурсы, постоянно вводить новые запросы, и тогда еще плюс рекомендованные на ютубе выпрыгивают. И в этом всем вариться, впитывать информацию.
по поводу... Моментом. Это по поводу клея вопрос, да? Тяжело его зашлифовать, и урез получается не монолит. Ну, просто вопрос был про молнию, а если, допустим, склеивать кожу, то там вся фишка не в том, какой мы клей наносим, а в том, насколько тонко мы нанесем этот слой клея. Потому что я видел тоже момент, берут тюбик, сразу вот так вот нанесли там таким слоем, как-то размазали, оно течет все с краев, выливается на торцы. Ну, как бы это не совсем правильная технология. Там, где мы максимально тонко, вот если получается максимально тонко нанести клей на обе стороны, то и в результате, после того, как мы продавим, допустим, торец щипцами специальными или каким-то, не знаю, валиком металлическим, вот, то вот эта вот линия самой склейки, она будет минимально тонкой, и с нее не полезет клей. И тогда ее будет, ну, как бы, такой торец будет проще обработать, не будут вот эти появляться катушки от клея и все такое. То есть здесь нужно приловчиться больше, наверное, с нанесением клея, с правильным нанесением, максимально тонко его наносить. И тогда торец будет более аккуратен. Я раньше тоже, когда только начинал, у меня какое было понятие? Чем больше клея, тем надежнее склеится. И я фигашил туда клея, намазывал так, что, в общем, торцы были ужасные. А на самом деле здесь много ничего не нужно. То есть лучше минимально, но так, чтобы по всей плоскости, чтобы без пропусков. И на обе стороны наносим, и оно как бы нормально склеивается. Так, обработка торцов на хромке. Софтфил не очень понравился. Это, наверное, синтофил. На хромке. Но с хромкой я практически не работаю из-за сложности обработки. Потому что есть люди, которые шлифуют наждачкой там 10 заходов от крупной к мелкой, и тогда получают идеальный результат на хромке. Есть люди, которые окрашивают торцы. Но окрашивать торцы здесь тоже нужно выдержать определенную технологию. Не со всеми красками как бы получается нужный результат. Хотелось бы, допустим, работать с термокрасками, которые подаются для термообработки, там станции паяльные можно было и разглаживать. Но я вот сколько красок не пробовал, ну не разглаживаться и все. То есть, а у кого-то поучиться, а никто особо не объясняет. Даже сами поставщики говорят, вот краска, которая обрабатывается, есть, по-моему, не Unitters, по-моему, краска, вот которую мне отправляли образцы, что вот все, она должна разглаживаться. Я ее как не наносил, какой температурой не обрабатывал. Но не гладится она и все. Я написал это поставщику. Он говорит, да не может быть. Но на самом деле они тоже это все не тестят и как бы с каких-то ресурсов они берут эту информацию о краске, что она термообрабатывается. Куда-то там писали, не писали они на завод производителя, не знаю, но в общем так никто ничего не решил и мне информация не поступила. Вижу, что некоторые мастера как бы обрабатывают, но я не думаю, что это или какая-то прям должна быть, наверное, специально какая-то серия той же краски. Может быть, какой-то артикул определенный. Не знаю. Но на этот вопрос я еще ответ не получил. Так что с хромкой я не работаю и торцы практически не окрашиваю. То есть торцы я обрабатываю клеем КМЦ и дальше покрываю от финича грунтом прозрачным. То есть мне нравятся прозрачные торцы. Если не нравится и нужно, допустим, покрасить, то поверх грунта еще наношу краску от финича. Получается более-менее сносный как бы результат. Так, что тут дальше? Очень люблю делать своими руками хоть что-то из кожи. Но иногда просто не доходят руки и из-за нехватки времени потом перегораю. Как вы это переживаете? Либо у вас все проще? Спасибо.
Бывают моменты, когда ничего не хочется делать. Или бывает хочется, но доходишь до определенного момента именно в самом изготовлении, к примеру, изделия, да, и понимаешь, что ты уже там сделал пол изделия, и вот в этом моменте где-то прокололся, или тебе уже что-то не нравится, и хочется это все оставить. В принципе, я тогда оставляю на несколько дней, и вот дожидаюсь, смотрю различные ресурсы, различные изделия, там идеи, высматриваю, вдохновляюсь, потом появляется вот этот огонек, хочется что-то делать, и тогда возвращаюсь к изделию, могу его пересобрать, допустим, или это редко бывает, но бывает такое, что я просто изделие оставляю и шью как бы новое. Вот. Все от настроения. Бывает, конечно, такое, что вообще ничего не хочется, и работа как бы не складывается, что ты начинаешь делать какие-то ошибки. Вот в такие дни стараюсь тогда не работать просто и все. А на следующий день все получается, все нормально. Так, скотч остается на нити. Если попадает под пробой, нужно либо не пробивать его, либо прошивать на машинке эти элементы. Я лично быстро отказался от него. SAR 306, либо на Elite. Ну, смотрите, да, скотч, есть у него такой как бы недостаток, то что он может тянуться за иголкой вот, при прошивании или как бы ее, так скажем, тормозить иголку. Ну, пока скажу, что, допустим, для меня такой способ вот, фиксации деталей там, в некоторых местах, фиксации деталей на скотч, он для меня более как бы преимуществен, чем, допустим, клеить ту же деталь на клей. Объясню почему. Смотрите, нужно, допустим, позиционировать кармашек на, к примеру, на плоскости, на боковине портфеля. Вот. То есть определенное место, не конкретно там по краю, да, две детали надо склеить, а вот, допустим, по центру заготовки нужно прилепить карман. И здесь, чтобы мы это сделали качественно клеем, это надо четко выделить вот этот участок, там, зачистить, а потом, если мы где-то промахнемся, то это уже будет видно, ну, как бы лицевую, чтобы клей хорошо лег и клей хорошо сцепился там с деталью. Вот. А, допустим, если мы просто на этот карман нанесли скотч и выставили там линейкой, поравняли, все, в нужное место нам приклеили эту деталь, сразу пробили и сразу прошили. Это намного удобнее, чем заморачиваться с клеем, наносить на одну деталь клей, на вторую деталь клей. Я же говорю, что там надо четко знать место, куда, потом клей тот выглядывает или выглядывает там, где мы затирали место под нанесение клея. Ну, в общем, нужно, давайте так скажем, нужно действовать по ситуации. То есть, если ситуация вынуждает, то лучше использовать там клей или же тот же скотч. Вот, все как бы от ситуации. Но есть и такой способ, и в принципе, что тот рабочий. Вообще вы большой молодец. Спасибо. Все-таки брать ли кожу Pueblo? Pueblo, значит, кожа Pueblo. В общем, не зашла на мне эта кожа Pueblo. Нахожу в Инстаграме много, в принципе, изделий, которые шьются из Pueblo, но фишка в чем? Они вот изначально как бы прикольные, все красивенько получается, растишка, полируется, там, ну, все, красота, да? И потом, хоп, поносили там в кармашке где-то это изделие, тот же кошелек или, я не знаю, там сумки шьют, не шьют с этой Pueblo. В общем, она затирается, превращается в какой-то ужас. Вот. И как бы не соответствует совсем цена и конечный результат через какое-то время. То есть изначально мы делаем симпатичное изделие, человек его покупает, и потом через буквально короткое время какое-то это изделие превращается в непонятно что.
Так, вот тоже очень интересно попробовать термокраску. Кто-то пробовал, можете поделиться опытом. Да, если кто работает с термокраской и не, как бы, это не секретная там информация, не секретная технология, можете написать в чате, как работаете. Я тоже протестирую, в принципе, может даже какое-то видео запишу об этой технологии. Но пока я к этому не пришел. Как это правильно делать, так чтобы реально этой насадкой разогретой можно было выравнивать бугорки, выравнивать эту краску. Так, какой у вас опыт с шорными понями? Сколько поменяли? Шорные пони? Ну, вот это у меня сейчас второй. Первый делали мне под заказ, ну, как бы тогда особо понятия не было у меня. Делали дубовый, якобы надежный, но что у него вышло из строя, это слезалась резьба на винте, который его зажимает. И так как там даже не на винте, а на гайке, и эта гайка была встроена прямо в этот шорник, то есть по сути, ну, самому мне было сложно с этим разбираться, менять эту гайку, это надо было как-то ее вынимать, там высверливать, она была добротно так вклеена, поэтому тот шорник свой старый я продал. Ну, человек его забрал, говорит, я сделаю, и все. Вот. И потом есть у меня видео на канале, я купил себе шорник, тоже как бы записал видео, как я его модернизирую, офигенный шорник, все как бы четко. Через время на этом винте слизывается резьба. В общем, снова. Но только тот шорник, который был у меня первым, он прослужил мне несколько лет. Вот. А этот мне прослужил там, ну не знаю, месяц или два, и все. И слетела эта штука. Дальше сложно мне показать. Может, я в следующем видео, чтобы сейчас не выкручивать, нашел мастера, который делает шорники с такой ручкой. Сейчас покажу все-таки. Секунду. Нашел мастера, который заменил мне вот этот винт, который вкручивался, да, и стягивал шорник. Он заменил мне на вот такую вот штуку. И он сам, это Денис Новак, мастер, он делает шорники. И шорники делают очень крутые в плане того, что у него они могут по желанию стягиваться или винтом, или вот таким вот механизмом. Этот механизм, он чем хорош? Допустим, затягиваем толстую кожу, выкрутили немножко, зажали, и вот здесь остается просвет. Если очень тонкая кожа, вот здесь закрутили, хоп, зажали, и все. И он у нас крепко это все держит. Но фишка этого механизма в чем? В том, что у нас резьба, она практически не изнашивается. То есть, если, конечно, мы каждый день вот так ее там проворачиваем туда-сюда, но обычно, что я работаю, в принципе, плюс-минус там с одной толщиной кожи, и плюс еще здесь они немножко гнутся, сам шорник, он подгибается. То есть, я часто это не кручу. И все, надо зажать, зажал. И такой механизм, он намного надежнее, то есть я уже давно им пользуюсь. В принципе, пока никаких нареканий. Плюс Денис сделал вот здесь такую форму, что нитка там не цепляется. Но здесь еще такой момент, что нитка может зацепиться за что угодно. У меня цеплялась нить из-за вот эти вот накладки из кожи. То есть здесь нужно еще правильно выбрать наклон самого шорника. Вот. Допустим, наклон, да, чтобы нить она как-то провисала и, к примеру, не цеплялась ни за вот эти там выступы, ни за вот эти. То есть при самой работе вы уже, когда работаете, вы сами приловчитесь и поймете, где у вас какие зацепы и как лучше шить. То есть я обычно наклоняю, к примеру, на себя шорник, зажимаю здесь изделие, нити вот здесь свисают, и они ни за что не цепляются. И таким образом прошиваю. Если шорник стоит вот так вот прямо, то, естественно, нить может цепляться и за колесико,
и за вот этот зажим, и вот здесь за кожаные накладки. Вот. Надеюсь, по шорникам ответил. Кстати, если будет интересно, можете, ну не знаю, или я сразу там в комментариях где-то напишу, вот, или сейчас, одну секунду, я покажу Novak. Вот, Novak Tools, покажу вам магазин Дениса. Сейчас, секундочку. Вот. Можете записать себе название. Делать реально крутые вещи. Ну, кроме того, что шорники, он еще делает всякие вот такие штуки. Делает под ремешки. Для формовки ремешка такие шаблончики. Ну, он, я так понял, на инсту, наверное, немножко забил, потому что у него основной магазин на другой площадке. Вот, видите, здесь у него получается или такой вариант, там, или такой зажимы. То есть он свои штуки эти разработал. Так, это видео, наверное, презентация. Ага, ну вот сам Денис, как он это все разрабатывает, показывает. Так что будет интересно, можете заходить к нему, интересоваться, что вам нужно как бы по инструменту. Переключимся на профиль. Теперь далее. Далее. Часто кожа растительного дубления имеют память. Надавишь ногтем и остается ямка. Иногда остаются следы от проведения ногтем. Часто царапаются, если заденешь иглой случайно. Какую кожу порекомендуете? Кожа. Но я сейчас шью все из бутера в основном, да, если кошельки там какие-то или чехольчики, все из бутера. Но бутера тоже она повреждается. Здесь, ну как, сложно найти кожу, которая, допустим, вообще с ней ничего не происходило. То есть растишки, которые с каким-то защитным покрытием, которые более там устойчивы к повреждениям, но при этом эта кожа, она получается более уже такая с искусственным покрытием. И сами вот тактильные ощущения от нее совсем другие. Допустим, чистая растишка там под покраску или красный вот растительный, или та же бутера. Чем мне нравится? Что у них более натуральные такие ощущения. С ними работать приятно. Но да, есть как бы нюансы именно с каким-то повреждением. То есть, допустим, кинуть такой кошелек в сумку с ключами, это не вариант, потому что это его просто убьет. Бывает, что, к примеру, там какая-то вмятинка от ногтя или от какого-то инструмента появляется. Я что тогда делаю? Сейчас где-то, если берем, вот, допустим, кожу, и вот здесь у нас вмятинка, то я с обратной стороны вот так вот немножко как бы продавливаю. И в принципе в некоторых случаях это помогает, то есть выровнять кожу обратно. Так, ну это обычный эксцентрик, а вот ручку он вписал четко, чтобы нить не цеплялась при спирте. Ну как обычный эксцентрик, он как бы там не совсем, ну просто что эту технологию, в принципе, ну как, она может и простая, да, но мало кто ее использует почему-то. Там сама форма эксцентрика тоже, она не самая, наверное, обычная. Вот. Но он сделал классно, и это реально работает. И такой механизм, вот, серьезно, я могу рекомендовать, потому что я с этим работаю, и до этого были винты, которые постоянно вот, стиралась резьба на них. Стиралась из-за того, что винты эти идут какие-то китайские, там не закаленные, я так понимаю. Ну, то есть стали они быстренько стираются и все, и приходит такое соединение в негодность. Вот. Эксцентрик этот решил мою проблему на данный момент. Пока что все работает, и я очень доволен этим.
Заказал шорный ножик с рапидной стали из советской пилы. Как думаете, норм будет? Есть опасения по поводу правки заточки. Рапид. Ну что, у меня тоже вот есть нож вот, из этой стали. Ну, может, они какие-то разные есть рапиды, но у меня вот из этой стали нож. Править нужно часто. Это то, что я уже заметил, как бы по сравнению с теми, допустим, более дорогими сталями, которые вот у меня ножи есть, к примеру, такой, то этот я правлю реже, рапида чаще правлю, но там цена совсем другая. И тоже, вот этот нож я, к примеру, использую для брусовки тонких полос. И кроме него никакой больше не использую, потому что именно вот этот неудобен. Вот за это я как бы его ценю. Здесь сложно сказать, насколько хорошее решение или плохое. Каждый инструмент, к нему нужно привыкнуть, приловчиться. И ну, где вот даже из обычной пилы по металлу, вот нож, но он просто как бритва. По крайней мере сейчас. Я с этим тоже работаю. То есть есть и дорогие, есть и подешевле ножи. И я же говорю, что с каждым инструментом нужно привыкать работать. Так что то, что вы заказали нож, это хорошо. И я думаю, он вам, как бы, ну, по крайней мере, поможет при выполнении определенных задач. Вот. Так. Вот, править-то можно, будь-який ніж. Все правильно. Ну, то есть любой нож, все равно его нужно править. Я сначала думал, допустим, что куплю из дорогой стали нож и буду меньше с ним заморачиваться. На самом деле нет. То есть при каждом новом заказе нужно нож поправить, нужно ну, как бы подтачивать, там не то, что перетачивать, а именно подтачивать как-то, доводить его до требуемой остроты, и что дорогие, что дешевые ножи. Так, ибо французская стамеска не совсем удовлетворяет. Кстати, купил стамеску по вашей рекомендации. Стамеску скоро я сделаю, ну, по крайней мере, планирую сделать стамеску. Появились у Бахтармы, если знаете такой магазин. Французские стамески, они у кого-то заказывают не китайские, а именно из хорошей стали. Вот хочу взять у них стамеску и сделать на нее обзор. Я думаю, она будет получше тех китайских, которые, ну, вот бюджетные, что я показывал в своем видео. Сам мои технические задоволены. Так. Так какое ощущение, что на пасте Гоя ничего не правится. Вот, кстати, по пасте Гои я купил себе такую пасту по многим рекомендациям. Диалюкс. Вот такая она. Диалюкс купил. Вы знаете, ну мне что-то править на ней больше нравится, чем на Гои. Серьезно, я раз там нож поправил, сделал такую, сейчас покажу, такую дощечку сделал с кожей, просто натер. И самое главное, что не нужно наносить очень большим слоем, тоже прислушался к рекомендации, что просто практически вот незаметно там натер немножко тонким слоем. И офигенно правит ножи именно с этой пастой. Вот Гои мне не так зашла на самом деле, по личным ощущениям. Что касается, ну, наждачка с заточниками, но это наждачка, это уже если нужно нож заточить или переточить, то самый бюджетный вариант это наждачная бумага. Есть еще камни на водной основе и алмазные. Сейчас тоже покажу. Я себе купил, ну, по бедности, так скажем. Это не лучший из вариантов. Сейчас я покажу. Вот есть у меня вот такой вот камень.
алмазный. Это широкий, он в принципе не бюджетный. А потом я понял, что мне нужен камень чуть-чуть более крупный. И взял еще вот такой. Это камни для точильных, как точильные станки или как они называются. В общем, я на нем подтачиваю ножи. Он двухсторонний. У алмазов своя здесь гридность. Здесь с одной стороны 7/5, а с другой стороны 20/14. А здесь еще показано F400, F800. Ну, в общем, вот для заточки ножей взял такой камень. А до этого был у меня водный камень, который нужно замачивать в воде. Это я тоже насмотрелся всяких видосов. Купил себе такой камень. Но что с этими камнями как бы не совсем удобно? Это то, что, во-первых, его нужно замочить. Подождать, пока он пропитается водой. После нужно с ним поработать. После они вырабатываются, начинают вырабатываться, то есть появляется эта канавка. Ее нужно со временем как бы эту сторону шлифовать и доводить снова до такого ровного состояния. То есть те камни, которые на водной основе, мне чем не понравилось, что с ним много заморочек. Алмазные камни здесь пока вроде все немножко проще, немножко маслом промазал и затачиваем. Потом взял на тряпочку того же масла и стер серую выработку от металла. Пока так работаю. Так, я себе сделал шорник года 2 назад из старой икеевской табуретки. Ставил туда эксцентрик велосипедную ось для переднего колеса, надежные резьбы. Принцип работы как у покупанных. Ну, здесь, если правильные руки из правильного места, то в принципе можно из чего угодно сделать шорник. Ну, и если есть еще инструмент, там, возможности, идеи, то есть понимание, как это все правильно собрать, применить, то почему бы и нет. Можно делать и самому, и не только шорник, а любой другой инструмент. Утоньшать край надо ножом. Ну попробуйте. То есть, чтобы утоньшать край, там и еще нужны параметры заточки у ножа. Должны быть не такие, как обычно. Там угол заточки, он должен быть более острый, насколько я понимаю, более острый. Но при этом он будет и быстрее как бы садиться, будет быстрее тупиться этот нож. И его нужно чаще будет править. Так что здесь не все так просто. Только хотел написать про Диалюкс. Я в прошлом ювелир, и белая Диалюкс лучший выбор для полировки и до. Ну да, вот паста мне реально понравилась. Если есть возможность, напишите, допустим, или если есть какие-то хитрости с этой пастой, к примеру, с ее нанесением, потому что я просто натер на кожу и все работает. Я так понимаю, для нанесения ее особо никаких манипуляций там мне не нужно ни разогревать, ни наносить какое-то масло специальное, все такое. Кстати, по поводу правки ножей. Может использовать не дощечку, а подошвенный, подвешенный за один конец кусок кожи ремень. Видел такое на ютубе, теперь Диалюкс еще искать, покупать. Ремни это же используют как в старые добрые времена эти барбары использовали, да, то есть они свою вот эту опасную бритву правили на ремне из кожи. И там, по-моему, конская кожа какая-то специальная, но это то, что я видел, как эти полосы делают для правки, да, то есть там выбирается специальная кожа, это брендовые есть такие специальные провилки для опасной бритвы. Вот. Можно, по сути, наверное, любую кожу, с этим вопросом нужно разобраться. Мне на дощечке проще, потому что она не прогибается, я на стол кладу эту дощечку, раз поправил, и в принципе ничего не нужно. Так, мои вернулись. Скоро будем заканчивать. Давайте еще несколько вопросов. И до следующей среды, до следующего стрима. Какой финиш для растишки лучше? Так, какой финиш для растишки лучше?
Все зависит от растишки, все зависит от кожи, которую вы используете. Есть так, то, что я использую сейчас жидкую аппаратуру Лючида называется от EEXI. Она чуть-чуть там жидче будет, чем Autolux, тоже от EEXI. Эти аппаратуры мне больше понравились. Использовал я от Kenda Farben и Kenda Gloss у меня был, и Appreta Mild, и вот эти все, но они дают очень такую заметную пластиковую поверхность. А вот эти Лючида, допустим, от EEXI, он как-то глубже проникает в кожу, и на поверхности, ну, как бы видно, что что-то есть, как бы изделие такое, появляется вот эта новизна, какая-то ощущение новизны, да, но при этом нету такой критично выраженной пленки на поверхности изделия. То есть выглядит это все намного симпатичнее. И вот сейчас использую, если из жидких аппаратур, то это Лючида. Бывает еще кремообразные использовал. Ну, я же тоже говорю, что не так часто это все делаю. То есть у меня расходится баночка, там вот литр этого Лючида купил. Я думаю, мне его там на год хватит. А так, в принципе, что? Я пользовался разными аппаратурами, жидкими, кремообразными. Вот пока бывает, захочется, нанесу там крем тоже. Ну, обычно от EEXI всю сейчас химию использую. Как-то с ней начал работать. И то, что мне зашло, с тем, в принципе, ничего другого не ищу. Вот если с кендофарбом я начал работать, и мне и там какие-то нюансы, и там не все понравилось, то я, конечно, искал новые какие-то варианты и перешел на EEXI. Так, купляю наждачки в автомагазині від 320 до 2,5 гривень. Якщо треба заточити, змочую і точу. Виконав, купив нову. Ціна питання копійки. Правлю на шкире с пастой. По поводу наждачки. Да, есть то, что мне мастер рекомендовал. Это наждачки компании, по-моему, Matador называется. Они влагоустойчивы. Вот. То есть их можно подвергать намоканию и рекомендуют не водой, а маслом, обычным вот этим маслом для швейных машинок. В хозяйственных магазинах их полно. Наносим это масло и можно затачивать, править ножи на наждачке. А перед этим еще наждачку тоже рекомендовали. Можно на что там, на скотч на двухсторонний или чем-то, не помню, чем я наносил, то ли этот клей, вот этот, как помадка такой он, для бумаги. Вот. На наждачку наносим, наклеиваем на плоскость и, в принципе, можем править нож. Да ты, Вена, шутишь? Я вчера себе заказал водяной камень. 3000 на 8 грит. Где вы были раньше? Ну, во-первых, смотрите. Во-первых, 3000 это уже много. 8000 это просто... Короче, у меня был камень, да и сейчас вот, по-моему, алмазный, там 3000 есть сторона, гритность выходит. Но это прям для очень такой финишной уже заточки, наверное, даже больше для правки эта сторона. А 8000 грит, это, ну я не знаю, это ну, для каких целей? То есть для ножей, допустим, которые режут кожу, насколько вот я понял, надо гритность, допустим, для заточки в районе там 1000-2000, вот так, может, 800, там, ну, смотря насколько критичное состояние ножа, чтобы его заточить. Но свыше, наверное, 2500, наверное, не нужна гритность, там, свыше 2000, вот, для того, чтобы нож был острым и, в принципе, нормально работал. Я видел и эти японцы там 10 тысяч гридность используют, они затачивают ножи для поваров, вот эти для шефов там эти все ножи, но это прям очень там какая-то профессиональная заточка, они нож точат там полчаса, ну
выдерживают с каждой стороны по там, 10 раз, к примеру, или по 3 раза там, с одной поточил с другой. То есть у них там целые технологии. В мастерской для ножей вот по коже, мне кажется, такие варианты они просто не нужны. И настолько, может, долго, допустим, сам нож, он не будет держать заточку, как те, которыми режут рыбу. Его все равно придется править. Есть изделия хромкие. Не, из хромки у меня пока нету изделий. Шило, когда-то мне заказывали золотой, золотой такой, из золотой кожи прижим для денег, нажил только в хромовом дублении эту лакированную кожу такую. Вот, ну, изделия как бы у меня нету, я ее продал. Так, хромки, шию работы а-ля орбитно-чечетовый материал. Ну, с хромки, да. Ну, как-то, если есть, допустим, покупал я просто для своего понимания, что такое хромка и как с ней работать. Я покупал себе крас, покупал и юфт мне присылали посмотреть, что это за кожа. Ну, как бы я не впечатлился. И поэтому, может, где-то есть там остатки. Но это такое, я старался их просто распродать или куда-то пустить на внутренние вставки. Делюкс серая, потом белая. Ну, может, и серую надо будет когда-то попробовать. Не знаю, пока все устраивает из белой делюкс. Сета, фонда крем от Кенда используйте. Да, это же крема, ну как используйте? Нет, сейчас не использую. Раньше с ними вот пробовал работать, но они мне не зашли. Они как-то быстро сохли при нанесении. Мне больше нравятся ATX крема. Я наношу их. Где-то моя губка. Вот эта морская губка, в общем, я ее разрезал пополам и промакиваю водой, чтобы она такая была, губка именно влажная. Набираю крем и наношу тогда крем по большой плоскости. И в принципе никаких там разводов, ничего у меня не остается на изделии. А вот когда я начинал с этого, вот это фонда крем, там разные, там еще пропитка водоотталкивающая у Кенда. Ну, в общем, я очень много средств от Кенда перепробовал. И все равно оно как-то у меня то разводы появляются, то где-то оно подсохло, какие-то дефекты, потом полировать, то там ворс остался от нанесения какой-то шерстяной там тряпкой, то еще что-то. Ну, в общем, у меня такой не очень положительные впечатления от Кенда Фарбен, поэтому в какой-то момент я просто от этого отошел. Единственное, что в принципе работает и как бы, что мне более-менее нравится у них, это краски Толедо. Вот. Они хоть и воняют, но нормально как бы окрашивают. Если позволяет мастерская, то можно работать с этими красками, как по мне. Хотя народ работает и с кендофарбами, и все как бы устраивает. Здесь тоже надо, мне кажется, приловчиться и разобраться в технологии для себя просто. 3М офигенные. Да, 3М, в принципе, что у них все, я так понимаю, все классно. Там наждачки, и все, и скотчи. Так, подскажите, пожалуйста, кнопки. А то как бы делаешь хорошие вещи, а кнопки ужас. Обычные хорошие кнопки для кошельков, которые не меняют цвет со временем, хорошие по качеству. Таких кнопок я не нашел пока что. Ну, как бы нашел, но я не могу их устанавливать. Есть кнопки Prime. Это, по-моему, итальянские кнопки, если я не ошибаюсь. Они офигенные. В плане того, что просто даже по ощущениям у них такая мощная конструкция, они тяжелые, ну как бы держишь, реально в руках держишь эту кнопку и чувствуется, что это вещь. А все остальные, они намного легче. Там китайские, турецкие. Поэтому прям хороших кнопок я еще не встретил, те, с которыми я бы работал. Вот, да, на Лиго есть вот эти Prime, но нету под них установщиков. Есть установщики якобы непроверенные, вот, которые магазин предлагает. Один установщик стоит $50. Но, знаете, покупать установщик за $50 и даже
без гарантии того, что он установит эти кнопки, ну, это такое себе удовольствие. Поэтому сейчас я нашел установщики на японском ресурсе, Oka Factory, по-моему, есть. Хочу сделать у них заказ и потестировать, если получится. Но только у них ручные установщики. Если получится у них взять эти установщики, они реально будут работать, я тогда на канале сделаю обзор и на кнопки, и на этот установщики, чтобы уже было понятно, что реально они рабочие, эти кнопки, они устанавливаются, и ну, как бы полностью процесс можно с ними пройти. А сейчас, на данный момент, по-моему, есть кнопки Strong, как это называется, турецкие. Вот это, на мой взгляд, в Украине на данный момент самый такой оптимальный вариант. То есть они и не самые плохие, но и не самые крутые. Вот так вот скажем. Так, первым на ум приходит Япония, но цены. Ну, Япония, да, но у них там и стандарты какие-то другие. То есть тут же нужно понимать, что кнопок много разных. Но вот я, допустим, в Китае покупал кнопки. Эти, ну, так скажем, фигурные, да, вот, так под них установщики же не подходят, то есть пришлось там перерабатывать, переделывать как-то установщик для ручной установки, и теперь вот некоторые кнопки я могу установить, но в Украине, допустим, то, что продается под пресс, под турецкий, они, эти установщики не подходят, вот и все. Очень много таких разных заморочек, промикачі фарби класс, решта таке. Подскажите, вы зарабатываете на жизнь кожи или это все хобби? На коже зарабатываю на жизнь. Сейчас все больше и больше, ну, так скажем, все больше и больше клонюсь в эту сторону, потому что и развиваю несколько там магазинов, и сейчас вот курсы даю. Ну, оно как бы немного там дает, но в принципе со всех сторон вот, пытаюсь как-то эту тему развивать, чтобы максимально, не знаю, чтобы как-то переключиться уже на что-то одно хочется. Вот. Поэтому изделия вот под Новый год, кстати, я хотел затронуть тему, но не знаю, время. Хотел затронуть тему вот этой распродажи, там Черная пятница, вот новогодние темы, кто как продает, был ли аншлаг у вас и как себя позиционировали. Я, допустим, ну, вот скидки прям огромные не могу делать на свою работу, понимая то, что я не могу там как-то схалтурить, или оно мне ну, просто так там не досталось, а все равно работы будет сделано достаточно, а вот сделать какую-то огромную скидку, обесценить это все как-то не могу. Поэтому в этом году я сделал скидки на изделия, которые были уже в наличии. Ну, допустим, шью там что-то для видео, оно у меня там остается, или какие-то варианты тестовые там шил, или кто-то там отказался от изделия, может, бывают такие там ситуации, вот их пытался продать. Не скажу, что аншлаг был, но в принципе изделия продавались. А вот сейчас, после Черной пятницы, сейчас более-менее так уже начинают нарастать продажи, то есть с разных ресурсов, и магазины там срабатывают, и Инстаграм, и так более-менее сейчас загружен, даже нету минутки, чтобы что-то запостить в инсту, какой-то сделать новый пост. Сейчас эти дни вот работаю постоянно. Так, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, акриловым финишем Резолин от Fibins пользуетесь? И если да, то каким образом удаляете? Удается... Ой-ой-ой. Удается избежать разводов после нанесения. Заранее спасибо. Резолином я что-то изначально как-то я тоже тестил Фибинс химию, по-моему, резолин у меня был. Но сейчас ничего не использую. Нету смысла. Вот EX полностью перекрыли все мои потребности по материалам, по химии. EX и Финичи. Вот, и все. То есть я не ищу сторонние ресурсы, там китайские, японские, химия американская. Ну, в общем,
все, что мне нужно, оно есть здесь, в Украине. Покупаю в открытом доступе, ничего не выискиваю. И, допустим, тот же Резолин, который вот вы указали, я не думаю, что у него есть какие-то сверх там преимущества над теми средствами, которые я, допустим, использую в своих изделиях. Поэтому я не заморачиваюсь над этим. О, так акриловый финиш, ничего не робит. Так, супер, спасибо. Ждем видос про кнопки. Ну, я постараюсь этот вопрос решить и запишу тогда видео по кнопкам. На канале есть одно видео о том, как я задали кошелек сломал. И, кстати, можете сделать разбор ошибок для контента. Хотя я считаю его почти реальным. Я люблю больше жены. Ну, кошельки любить больше жены не стоит. Вот. А в принципе разбор ошибок есть у нас такой чат для кожевника. Кстати, там народу сейчас уже, по-моему, 340 человек. И все больше и больше после каждого стрима. Вот, так что добавляйте, ссылки на все эти ресурсы будут в описании под видео. Ссылка на группу, на эту обучалку там по продажам тоже будет под видео. Можете изучить эту информацию. То, что интересно, например, подключайтесь в чат, общайтесь, сбрасывайте свои изделия, запрашивайте какую-то критику. Очень много толковых мастеров, которые могут и советы дать, и покритиковать, и, допустим, подсказать что-то. Там, в общем, очень классно сейчас у нас там идет общение, так что рекомендую. Можете оставить там свое сообщение с кошельком и получить действительно достойную критику. Знаешь, как на вырубы широкого жидкого. Точно работа моей интенсивности. Я согласен с вами. Как бывший закупщик, я вам скажу, что скидок никогда не 50% скидка на 100% накидку. Все равно все продается по РРЦ производителя. Да, все правильно. Чаще всего то, что я и в этом году вот заметил, если брать, допустим, Алиэкспресс, то у них там сначала идут накидка к цене, потом огромная скидка, и ты все равно получаешь даже больше переплачиваешь, чем изначально была цена. Благо есть разные вот эти программки, которые отслеживают изначальную цену и могут сказать, что вот этот продавец у вас там как-то кинул. Потом еще в этом году был один сайт, который закинул 75% скидку на свой инструмент. И я так обрадовался. Там инструмент реально хороший такой. Я им написал, они, да, действительно, все так. В общем, я с ними переписывался, общался, тратил свое время, выбирал товары. Там, в общем, 3 дня с ними общались. В итоге получается так, что они пишут, ну, это не 75% скидка, а как бы 75% от стоимости изначальной. И выходит всего лишь там 25% скидка. То есть такое кидалово, ну, как бы по-своему, да, они вот так провернули. И просто заставили, вот отобрали у меня время, заставили посидеть, потратить свое время, которое мог бы на что-то другое, более полезное отправить. Так, а что скажешь про Etsy? Смотрите, что касается площадок, вот по Etsy я буду рассказывать в этом стриме. Если интересно, это, ну, в принципе, не то, что недорого, там цена $15 за стрим, это, ну, не деньги. То есть по каждой площадке я вкратце дам информацию, как с ними работаю, что продается, там не продается. В общем, расскажу все свои мысли. Вот. И, естественно, в самом стриме расскажу, отвечу на все вопросы там интересующие. Ну, по крайней мере, то, что мне известно, то, как я с этим работаю. Так что это эти вопросы лучше к стриму, потому что это отдельная тема, так скажем, для разговора. Добавлюсь в чат обязательно. Что продавать кошелек просто невозможно, даже если он идеальный, конкуренция лютая. Да, конкурентов очень много, это я согласен с этим. Здесь не все так просто, как бы. Так, все нужно применять скидку продавца и скидку, и тогда покупка будет выгодна, в остальных случаях попадаешь. Ну, это
Там тоже, я так понимаю, есть свои тонкости. Вот, это нужно изучать. Так, все, в общем, я так понимаю, мы уже сколько-то времени, очень долго уже общаемся. Спасибо огромное, что вот уже 1,5 часа общаемся. Спасибо огромное за то, что пришли, задавали вопросы, посмотрели. В общем, если есть какие-то у вас предложения по поводу этих стримов, каждую неделю я буду стараться выходить и устраивать такие болталки. Может, какие-то темы, допустим, затрагивать, как с теми же обзорами магазинов, не знаю. То есть задавайте что-то свое и будем общаться, будем обмениваться полезной информацией. И будем таким образом оживлять канал. Всем спасибо, хорошего вечера. До нового стрима.